заканчивается год и заканчивается контракт на транзит газа через украинскую газотранспортную систему в Европу. На твой взгляд, что сейчас, какие подвижки? Есть ли в Европе какие-то подвижки? Ну, допустим, та же самая Венгрия, видишь, по нефти очень четко заявила, да, о том, что не пройдет. Что будет с газом, на твой взгляд? Ну, давайте пробежимся. Пункт первый. Я не очень понимаю, почему у нас умудрились забыть о законодательном акте Европейского Союза, который никто не отменял. Принят он в марте 2022 года. Называется он «Repower EU». «Перезаряди Евросоюз». В соответствии с ним, с 2027 года любые поставки энергетических ресурсов из России должны быть прекращены. Все. Так что то, что мы наблюдаем, если никаких изменений в этом законе не будут, что бы ни заявляли представители отдельных стран, закон есть закон и так далее, и так далее. Справится ли Венгрия с необходимостью, сказать очень сложно. Что касается эмбарго на поставки российской нефти, которые, напомню, введены с 5 декабря 2022 года, опять же, решением Европейской комиссии, есть исключения. Исключение связано с тем, что даже в Еврокомиссии вынуждены признавать географию. Они бы, конечно, хотели там какой-нибудь директивы изменить ее, но вот никакая директива не выводит Венгрию на побережье хоть какого-нибудь моря. Так получается. 2 нефтеперерабатывающих завода в Венгрии построены одновременно с магистральным нефтепроводом «Дружба» с южной веткой. Технологии, естественно, сразу были предусмотрены под переработки нефти марки «Юрос», без вариантов. Исключение сделано, причем сроков нет. То есть исключения до нет, просто нет этой фразы. У Болгарии, например, исключение было до января 2024 года. Закончилось. У Венгрии такого ограничения нет. Ближайший порт – это действительно где-то на побережье Хорватии. Но для того, чтобы поставлять нефть по такому маршруту, надо, во-первых, найти порт, у которого есть возможность принять дополнительные объемы нефти. А вот те самые 70%, которые получают в Венгрию, вот по итогам этого года ожидается 5,2 миллиона тонн. Значит, достаточно серьезный порт. При таком объеме из Хорватии в Венгрию везти железной дорогой станет в копеечку. Да и не справится просто. Это какой-то там в 3 колеи без остановок. Соответственно, возникает необходимость строительства дополнительного трубопровода. То есть для того, чтобы в Венгрии перейти на альтернативных поставщиков, как у нас сейчас в Европе любят говорить, найди порт, расшири его перевалочные мощности, договорись с Хорватией, построй нефтепровод и найди поставщика нефти, химический состав, который максимально близок к Юросу. Ну, такое, как говорят в Европе, достиж фантастиш, потому что непонятно, сколько денег надо, сколько времени на это надо. Тем более, что поиск нефти подходящих марок – это либо договариваться с Норвегией. В Норвегии есть месторождение в Северном море, действительно нефть очень похожая. Разумеется, все европейские нефтеперерабатывающие заводы, которые работали на Юрлсе, расписали эту добычу там уже, по-моему, до 1935 года. Не подберешься. Можно пробовать договориться с Казахстаном. Но Казахстан, напомню, в силу того, что его крупнейшие месторождения работают на основании соглашения о разделе продукции, я не критикую, не восхваляю, не издеваюсь, просто вот сам факт. Из 100% добываемой нефти на территории Казахстана Республика Казахстан распоряжается 26%. То есть, если переговоры вести, то с кем? Со всеми иностранными компаниями, которые там сидят? Ну, возникнет ровно тот же вопрос. Хорошо, вам нравится нефть марки «Кепка», понимаем. Порядка 80% добываемой нефти идет через КТК, Каспийскую трубопроводную корпорацию. Черное море. Где Венгрия? Начинаем по новой. Надо договориться с Хорватией, расширять порт, строить нефтепровод. Тоже не получается. Ну, какие еще варианты? Есть очень хорошая нефть, где действительно легко договориться, и поставщик с радостью пойдет навстречу. Я думаю, даже какие-то скидки предоставят. Очень хорошая марка, максимально близкая к Юросу, Iranian Heavy. Марка такая. Вот. Ну, как-то вот тоже
Я думаю, что Венгрия и с Ираном бы договорилась, но все равно возникает вопрос. Хорватия, порт, новый нефтепровод. Так что ситуацию для Венгрии понять можно. То есть убери магистральный нефтепровод «Дружба» и закрывай заводы. И закрывай заводы. Понятно, что недозагруженные нефтеперерабатывающие заводы Европы, там очень много такое сборище друзей, они с удовольствием будут поставлять готовые нефтепродукты, но почему-то Венгрия это не улыбается. Тихо, как мышь под веником, сидит Словакия. У нее тоже нет моря. И никаких вариантов, кроме магистрального нефтепровода «Дружба», просто нет. И Венгрия, когда добивалась исключения с условий эмбарго, автоматически затронула Словакию, потому что магистраль проходит через территорию Словакии. То есть здесь на острие атаки Венгрии, но она обеспечивает заодно и, так скажем, экономические интересы Словакии. Словакия, в свою очередь, сейчас вышла на первые полосы в связи с переговорами с Украиной по поводу поставок газа. И тоже причина понятна. Заканчивается договор. Дальше для того, чтобы поставки газа в Европу продолжались, а прежде всего под удар попадает Словакия. Она граничит с Украиной. Уренгой, Помар и Ужгород, собственно говоря, входят в Словакию. Какие у нее еще варианты? То есть, если прекращаются поставки из России, хорошо, Словакия и Чехия, когда-то было просто Чехословакия, там и газораспределительные сети, все что угодно общее, то есть можно получать из Чехии. Чехия может получать из Германии, потому что сухопутное продолжение северных потоков целое. Они соединяли Германию с Чехией. То есть, соответственно, сейчас в том месте, где выходили на сушу оба северных потока, Германия построила регистрационный терминал. То есть можно закупать СПГ. Ну и Словакия, я так понимаю, для себя начинает считать. СПГ закупи. С регистрационным терминалом в Германии договорись, чтобы регистрификация прошла. Эти сухопутные продолжения раньше были собственностью «Газпрома», теперь их Германия украла. Значит, с Германией о стоимости транзита договорились, с Чехией о стоимости транзита договорились. Вопрос, сколько это стоит. Но на этом вопрос не заканчивается, потому что если магистральные поставки, они идут безостановочно, нон-стоп, то как осуществляются поставки газа, который только что был СПГ? Пришел танкер, пошел газ. Танкера там друг за другом в очередь не стоят. То есть паузу между танкерами надо как-то заполнять. Соответственно, требуется подземное хранилище газа. То есть сливаем весь этот, условно, грубо говорю, сливаем весь этот СПГ в подземное хранилище газа, чтобы потреблять в том режиме, который нужен конечному потребителю, а не в том режиме, как у нас там. Есть ветер в Северном море, в Балтийском море нету, дошел танкер, не дошел. На территории Словакии подземных хранилищ газа, которые обеспечили бы вот такую бесперебойность, нет. Договаривались с соседями. Есть подземное хранилище газа у Чехии, Катарина. Но его обустраивали под нужды самой Чехии. То есть договориться, что мы тут сюда вот еще, вряд ли получится. По другую сторону границы есть огромное подземное хранилище газа на территории Восточных Кресов. Неправильно сказал, на территории Львовской области, конечно, я хотел сказать, я оговорился случайно, я ни на что не намекал, 17 миллиардов кубометров. И там действительно шаги со стороны Украины сделаны были, если долгое время так называемый реверс, то есть мы, Украина, получаем газ из Европы. Он был исключительно финансовым, то есть на самом деле физически ничего не происходило, усилия были предприняты, действительно есть обвязка на входе Уренгой, Помар и Ужгород в Словакию, газ физически может приходить из Европы и отправляться в подземное хранилище. Компрессорная станция способна принимать газ из Европы и в Европу отправлять. И действительно, киевский режим предложил для своих подземных хранилищ режим таможенного склада, то есть никаких дополнительных расходов на тему вот, ты импортировал, заплати, потом, когда будешь вывозить, мы вернем налог. Нет, вот, привози, храни. Действительно, есть хорошие скидки на хранение.
Но, может быть, Словакия иногда посматривает в небо. Я аккуратно выразился? Да, более чем. А то меня обвинят в чем-нибудь нехорошем. То есть ситуация в Словакии нехорошая. Прекращение договора о транзите – это не требование в обязательном порядке прекратить транзит. Это Европа, и, соответственно, с ее любовью к бюрократии, воспитывающейся на протяжении многих веков, там тоже все в порядке. Первый вариант понятен, поскольку Украина подписала договор об ассоциации с Европейским Союзом, она имеет право перейти на торговлю газом в европейском режиме. Никаких договоров, объявляем аукцион на транзитные мощности, все желающие приходят, с двух сторон, соответственно, поставщик и потребитель, и договора нет, есть просто аукцион. Сроки на такие аукционы от одних суток до 1 года, то есть там, на неделю, на месяц и так далее. Первый вариант осложняется тем, что в этом случае необходимо подписание договора операторов газотранспортных систем. С нашей стороны «Газпром», с той стороны оператор газотранспортной системы, и с той стороны запрет на ведение любых переговоров с российскими организациями. Нюанс. Второй вариант запасной, тот, который продемонстрировала Венгрия в случае с поставками нефти. Эмбарго киевским режимом было наложено на компанию «Лукойл». «Лукойл» не имеет права прокачивать. В течение месяца Венгрия договорилась о том, что она нефть покупает на текущей границе России и Украины. То есть на территорию Украины приходит венгерская нефть. Все, никакого «Лукойла», все в полном порядке. А сейчас, если внимательно прочитать, послушать то, что сказал Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, он предлагает тот же вариант. По территории Украины, по газотранспортной системе Украины будет идти словацкий газ. Никакой России, все в порядке. Человек, который делает вид, что он премьер-министр Украины, Шмыгаль, заявил, что не нужен Украине транзит, но если европейские партнеры попросят, тогда может быть. Это называется набивать цену, потому что прекращение поставок по Уренгой, Помору и Ужгород с востока на запад, традиционный режим, это катастрофа для Украины. Ну, может быть, я не очень понимаю, как там отношение к собственному населению, к собственной экономике. Мне сказать сложно, это к политологам, пожалуйста. Дело в том, что от магистрали Уренгой, Помору и Ужгород есть газоотводы, которые обеспечивают снабжение газом 44 населенных пунктов на территории Украины. Если на Западе, благодаря вот этой обвязке на переходе в Словакию, Львовская область, подземное хранилище газа, газораспределительная сеть, здесь гарантированно все будет в порядке, если там никаких небесных явлений не произойдет, то города, расположенные в Восточной Украине, ну, не только города, а населенные пункты, правильно будет сказать, там и поселки есть, и, соответственно, в центральной Украине остаются без газа, потому что протяженность отрезка Уренгой, Помору и Ужгород по территории Украинской Советской Социалистической Республики 1200 километров. То, что стоит обвязка в Львовской области, какие-то вопросы решает, это далеко не все. Необходимо, компрессорные станции стоят на расстоянии 100-120 километров друг от друга. Вот их всех тоже надо успеть поменять, чтобы они могли качать газ, поступающий из Европы в обратном направлении. На это потребуется года 2, на это нужно найти деньги. Тем более, что сейчас какие-то проблемы, какой-то кадровый голод возник в промышленности Украины, и какие-то опять там непонятно, можно будет работать, нельзя будет работать. В любом случае, отопительный сезон вот уже сейчас, работа по установке новых компрессорных станций, их вообще где-то заказать надо, они же не стоят на складе, имеют индивидуальные характеристики, так скажем, не успевают. То есть риторика, исторгаемая господином Шмыгалем, это набивание цены. Вероятнее всего, что на соглашение с европейскими компаниями охотно пойдет, но при этом будет делать вид, что вы меня уговорили, вы нас вынудили и так далее, и так далее. При этом Словакия решает не только свои проблемы, но и проблемы Австрии. Австрия на день сегодняшний, опять же, несмотря на всю риторику, которую мы слышим, 90% газа получают из России на границе Словакии и Австрии.
у Австрии морских границ нет, можно повторять те же слова через Германию, через Францию, СПГ, труб нет, надо достраивать и так далее, и так далее, и так далее. В Венгрию все это не касается, о чем, собственно говоря, господин Сиерта и сообщил. Что касается господина Сиерта, я не помню ни одного газового форума, нефтяного форума, экономического форума, который в России бы проходил, мы бы не видели там господина Сиерта. Ужасное правительство, которое позволяет себе думать о интересах собственной страны. Ну, это исключение в Европе, вот второе исключение может быть Словакия. Так что он не преминул прибытие сюда, напомнил о том, что есть еще прошлогоднее соглашение с «Газпромом», о том, что если прекращается транзит, не договор транзита, а транзит через газотранспортную систему Украины, поставки будут идти через турецкий поток. Все. То есть вот то, что шло, перебрасываем сюда, и все довольны, все смеются. Мало того, если в этом году ожидаются поставки 6,7 миллиарда кубометров в Венгрию, разделенные приблизительно пополам, то есть половина по турецкому потоку, половина через Рунгой, Помар и Ужгород, то в следующем году, если транзит будет прекращен, тогда только турецкий поток, но уже 8 миллиардов кубометров. Вот. Но 27-й год и законодательный акт REPowerEU никуда не делся, напоминаю, на всякий случай, поэтому говорить о том, что у нас там впереди какие-то светлые перспективы восстановления сотрудничества с Европой, не приходится до той поры, пока этот акт есть. И поскольку у нас состав Европейской комиссии, собственно говоря, не поменялся, команда великолепной Урсулы фон дер на месте, рассчитывать на то, что за оставшиеся пару лет что-то изменится, на мой взгляд, не приходится. Моя личная оценка, поскольку у нас никто не комментирует этот REPowerEU, мнение может быть только моим. Почему не обсуждают, почему об этом забыли, мне сказать сложно. Вот приблизительно такая ситуация. На мой взгляд, у нас осталось пару лет на поставки денег в Европу и на получение оттуда рублей. Для тех, кто не помнит, напоминаю, что с марта 2022 года поставки трубопроводного газа в Европу идут только за российские рубли, в соответствии со знаменитым указом Владимира Владимировича Путина. Но, еще раз повторю, в том случае, если Украина будет переходить на европейские правила, вот эти аукционные, это можно сделать только при наличии соглашения операторов газотранспортных систем. И опять же, поскольку я не хочу быть резким, но, на мой взгляд, забывать о том, что внутри вот всей этой конструкции, о которой я только что много слов сказал, есть еще такая моральная составляющая. На всякий случай напоминаю, что Украина получает деньги за этот транзит, неважно, из России или из Европы, куда идут эти деньги, известно. Ну, это так, на всякий случай. Я понял. И если говорить о том, что в Венгрии некое пророссийское правительство, которое вот работает на нас изо всех сил, тоже не приходится. Напомню, что исключение из эмбарго на российскую нефть сопровождалось для Венгрии отягощением. Она не имеет права поставлять нефтепродукты в страны Европейского Союза. Для экспорта у нее осталась ровно одна страна. На Укра начинается, на Ина заканчивается. Специфика производства нефтепродуктов заключается в том, что одновременно с производством бензина производится и дизельное топливо. Дизельное топливо в обычных случаях больше, чем бензина. Соответственно, если Венгрия желает себя обеспечить бензином, у нее возникают излишки дизельного топлива. И в соответствии с теми ограничениями, которые есть, она поставляет их на Украину. Поэтому мое сугубо личное такое скромное мнение: во всех договорах о поставках должна быть моральная составляющая. Все, больше ни слова не скажу. Надеюсь, я тоже не буду комментировать. Надеюсь, что зрители и слушатели без нас додумают, сделают выводы и так далее. Вернемся к газовому форуму. Алексей Миллер, говоря о росте потребления газа, назвал 3 страны. Это Китай, Индия и Россия. Вот вопрос по России тебе. Это рост спросов, это только внутренняя газификация или это все-таки еще какие-то поставки? Это я просто про то, что на этой неделе с участием Владимира Путина в Краснодарском крае на полную мощность заработала ТЭС «Ударная».
в составе которой первая газовая турбина российская большой мощности, которая должна была, или будет, которая должна будет заменить турбины Siemens, так сказать, сбежавшего. Ничего она не заменяет. Это действительно серьезное событие. Вышла, наконец, газовая турбина 110 мегаватт Ростех, если конкретно Объединенная двигательно-строительная корпорация, с чем, собственно говоря, я поздравляю. 5 раз переносили срок, но первый образец тут ничего не сделаешь. Событие действительно важное. Общая мощность ТЭС ударная 560 мегаватт, с учетом того, что происходило этим летом. Можно, конечно, поддержать надежды системного оператора, представителя нашего Центрального диспетчерского управления в сентябре высказался о том, что больше таких веренных отключений не будет, потому что он надеется, что такой погодной аномалии не будет. То есть на юге перестанет быть жарко? Надеется. Вот кто-то надеется, а Ростех просто ввел на полную мощность новую электростанцию. То есть я не понимаю этого подхода, будем надеяться. Но один раз случилось, значит, второй раз может случиться. А 560 мегаватт новых, вот это правильный подход. Напомню, что проблемы возникли из-за того, что были сгруппированы на летние месяцы планово-предупредительные ремонты, были аварийные отключения на нескольких тепловых электростанциях, да еще и, как вишенка на торте, на сутки один из блоков Ростовской атомной электростанции отключился. То есть вот как-то все сконцентрировалось. Двухнедельная 40-градусная жара, в обычных случаях она меньше одной недели. Плановые ремонты, аварийные ситуации. И то, что объединенную энергосистему Юга, межсистемные перетоки со стороны центра, со стороны Поволжья, не самые лучшие. Соответственно, это еще и Россетям надо во все это вкладываться. Поэтому ТЭС ударная, это действительно, прежде всего, это про электроэнергетику. И, разумеется, это увеличивает потребление природного газа в России. Кто бы что бы ни рассказывал, что мы все гоним за рубеж. Напомню, даже если брать времена до февраля 2022 года, в России потреблялось порядка 500 миллиардов кубометров газа. То есть больше, чем во всем Европейском Союзе. Говорить, что мы все продаем, ничего себе не оставляем, ничего не идет на переработку, можно, конечно, если забыть об этих цифрах. Есть такие люди, которые специально это делают. Мы вот ничего не видим и громко-громко кричим, что мы все продали и сидим без ничего. Сегодня проходило заседание топливного штаба под руководством вице-премьера Александра Новакова. Соответственно, пока я сюда перемещался, заседание еще шло, я тебе о результатах не доложу. Социальная газификация идет планово, но есть решение Федеральной антимонопольной службы. Просто на всякий случай напомню, все ругают «Газпром» за то, что он трубу доводит до приусадебного участка, а дальше или платите отдельные деньги, или что-то еще делайте. Это не радует «Газпром», потому что он прокладывает поселковые газопроводы, ставит компрессорные станции, не видя сбыта, пока владелец дома каким-то образом не найдет деньги на то, чтобы проложить трубу на своем участке, ввести ее в дом, повесить отопительную аппаратуру и так далее. Не радует это. Деньги вложены, сбыта нет. Было, на мой взгляд, совершенно разумное предложение. В Европе такая практика есть. Потребитель подписывает долгосрочный контракт с поставщиком газа, ему в ответ на лизинговых условиях делают все, что ему необходимо, проложили трубу, повесили котел, проложили все, что нужно в доме, приписали определенный процент к стоимости газа с тем, чтобы там за ближайшие 15 лет поставщик все свое получил. То есть, для потребителя нагрузка небольшая, результат сразу, для поставщика сразу пошел сбыт. Он уже в порядке. У нас это запрещено. Так делать нельзя, потому что этим мы снижаем конкуренцию. Ведь последний участок работы может прийти частная компания и этим увеличить конкуренцию. Вот. Без проблем проходит газификация социальных объектов. В свое время было сделано замечание со стороны главы нашего Совета Федерации, тоже с вопросом: вы прокладываете до больницы и не вводите. Вы что делаете-то? Больнице нужно отопление, вам нужен сбыт. Вот здесь проблем нет. Все, что касается такой газификации учебных заведений, всевозможных больниц, каких-то еще социальных объектов, здесь все идет планово.
Ну и кроме того, я не знаю, отметил это Александр Новак, по результатам штаба закончен пересчет СНТ, которые подлежат газификации, тоже достаточно большой объем. Должны быть сказаны какие-то слова, в каком темпе пойдет работа с ними. Было замечание Владимира Путина о том, что СНТ тоже можно газифицировать, если условия позволяют. Вот по моим данным, на конец сентября технический аудит был проведен по всем СНТ, то есть они теперь счетное количество, известно в каких областях, в каких районах, должно быть какое-то решение «Газпрома» по их газификации. Ждем. Напоминаю, что планово идет строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Это проект на 42 миллиарда кубометров. По словам Алексея Миллера, аккуратно сказанным, не останавливаются работы в Усть-Луге. Там тройной газовый кластер, газоперерабатывающий завод, газохимический комплекс и завод по сжижению газа. Правда, сроки не называют. Правда, там присутствовала компания «Линде». Но сейчас времена такие, что, видимо, чем меньше информации поступает в открытые источники, тем больше надежды на то, что это будет реализовано. Понятно, что немножко съехало вправо. Ждем. Напомню, что Владимир Владимирович потребовал от «Газпрома» 10-летнего плана работы по расширению внутреннего потребления газа в России. Ну, время еще явно не настало, слова эти были сказаны на российской энергетической неделе, вот они только что, собственно говоря, прошли. Я думаю, только поэтому мы от Алексея Миллера на Питерском газовом форуме ничего не услышали. В обычных случаях, если «Газпрома» докладывает, то когда у него уже все готово, а не когда он там «мы тут надеемся», ну и так далее. Что жары не будет. Да, когда все готово, проектов на территории России более чем достаточно. Напоминаю, что сдвинут вправо проект строительства Мурманского СПГ, а это означает, что есть риск того, что не будет построен газоотвод от Волхова до Мурманска. Проблема в том, что стоит такой газоотвод дорого, объем спроса в Карелии и в Мурманской области 8 миллиардов кубометров, либо газопровод никогда не окупится, либо для того, чтобы он окупился, тарифы на газ придется повысить настолько, что он никому не будет нужен. Почему нужен был проект Мурманского СПГ, почему Новатэк соглашался вроде бы за свои деньги это строить, ему для Мурманского СПГ надо было еще 30 миллиардов кубометров. В таком режиме все окупается, все в полном порядке. Нет информации о том, насколько сдвинут вправо Мурманский СПГ, нет новостей по этому газоотводу Волхов-Мурманск. А если срок сдвига вправо достаточно значительный, значит, в Мурманской области, как той, которая выходит практически на Северный морской путь, ну, во всяком случае, морские порты есть, значит, нужны какие-то новые инвестиционные проекты с тем, чтобы спрос на газ был больше, с тем, чтобы появилась экономическая составляющая в проекте строительства газопровода. Может быть, какие-то варианты возникнут. Мы много чего умеем делать из газа. К примеру, азотные удобрения, карбамиды и прочее. Карбамид удобен тем, что это порошок, возить его по морю проще.